Бездна. Уникальная среда обитания для множества эндемических видов растений и животных. Ее диаметр равен целому километру, а глубина неизвестна по сей день. Те тайны, что она скрывает, будоражат воображение, но ее истинная природа все еще нам неизвестна. Так чем же на самом деле является бездна? Как эта структура существует и растет? Сегодня я постараюсь взглянуть на понятие жизни внутри бездны с другой стороны. Сегодня я дам лицо самой бездне. Многие в комментариях и чате писали мне о том, что бездна может быть живой. Но я, честно сказать, очень скептически относился к их словам. Выход 66 главы манги заставил меня пересмотреть свои приоритеты. Теперь я согласен. Бездна на самом деле может быть живой. Ведь все, что мы видели до 6-го слоя, никак не могло являться органикой. Уровни с 1 по 5 это безжизненный камень. Это то, что я могу назвать ороговевшей кожей бездны. Это ее защитная оболочка, ее панцирь, который тверд и невосприимчив к боли. Самое интересное же начинается на глубине. Преодолевая герметичную водную преграду между 5 и 6 слоями, которую я бы сравнил с веком, ртом или, да простят меня боги, сфинктером, мы попадаем в другой мир. Да, пока что он не похож на нечто живое, но именно здесь, в том месте, из которого невозможно вернуться человеком, берет свое начало нежная и хрупкая, живая бездна. А что если вода, которую пили ганджи, это желудочный сок бездны? Вдруг это часть пищеварительной системы, которая убивала ганджи, превращая их в саму бездну. Ведь они умирали, буквально разлагались, чтобы стать почвой и удобрениями, скалами и камнями. Что если знаменитые огненные дожди 6-го слоя это, например, изжога? Что если огненные дожди это просто способ борьбы с паразитами внутри бездны? Ведь те же люди, скорее всего, являются для бездны чем-то инородным, чем-то, от чего ей хотелось бы избавиться. Правда, возможно, они никакие не паразиты, а еда для этой самой бездны. Собственно говоря, я считаю, что 6-й слой это начало пищеварения. Это может быть ртом или же пищеводом, возможно глоткой, а может быть и желудком. Пока что сложно сказать, но вы можете написать свое мнение в комментарии, чтобы я послушал и ваши предположения. Ну а пока ты пишешь, позволь мне спуститься чуть ниже, к той самой границе между 6-м и 7-м слоями. К той границе, которую нам показали в 65 и 66 главах манги. Загадочный глаз, загадочное око, загадочное гнездо, черт возьми. Что это такое? Зародыш или же просто дверь? Пока что сложно делать какие-то выводы, основываясь на рисунках. Но вот выводы, сделанные на основе песни Харимари, это другое дело. К тому же, в 66 главе нам показали до жути провокационные фрагменты, которые я готов вам зачитать. Хотя на самом деле это не то же самое, но она имитирует вдох и выдох. Снаружи все выглядит нормально, но здесь вы можете увидеть проблеск. Да, это не то же самое, но бездна может дышать. Пускай снаружи, на 3-м, 4-м, 5-м уровнях все выглядит нормально, но здесь, на пороге 7-го слоя, вы видите ужасающую правду. Бездна начинает казаться нам живой. Если верить песне Харимари, то у нее есть все признаки живого существа. Адаптация, рост, развитие и эволюция. Бездна растет, что было доказано нами и не раз. Взять тот же корабль на 3-м слое, который как-то туда попал. Да что уж далеко ходить. Та бездна, что видели ганджи, была меньше бездны, которую нам показали в начале аниме. Потому бездна способна расти. Силовое поле в ней занимается чем-то похожим на гомеостаз и переработку энергии.
Единственное, чего не хватает бездне, это возможности размножаться. Хотя совсем не исключено, что 7-й слой исправит и этот недостаток. Также, пока видео не закончилось, я хотел бы обсудить с вами некое око, которым, возможно, является вот эта загадочная штуковина. В одном из отрывков Харимари говорилось: «Многие глаза смотрят не на глубины внизу и не на небеса вверху». Может ли быть так, что здесь говорится не о метафоричных глазах искателей и животных, а о вполне реальных глазах бездны? Глазах, которыми могут быть вот эти странные наросты на пороге 7-го слоя. Загадочная штуковина, которую нам показала Сраджа, тоже очень похожа на закрытый глаз. И что если песня говорит нам именно о нем? Ведь сразу после этого глаза в песне нам говорят о спуске на 7-й слой. А что вы думаете по этому поводу? Жива ли бездна на самом деле, или она просто имитирует настоящее дыхание? Независимо от ответа, я благодарен тебе за просмотр, лайк и подписку. Ребятам с Бусти благодарен вдвойне, ведь они моя надежда и опора, в конце концов. Также, раз я уже заканчиваю, могу порекомендовать тебе свой Twitch, где в последнее время я провожу уж слишком много времени. Ну а так, вроде бы у меня все. История рассказана, но книга не дописана. Надеюсь, что еще увидимся в поисках злополучного дна. Нараку. Огурчик.